Я думаю, многие со мной согласятся с тем фактом, что мир не стоит на месте, и технология блокчейн, как и интернет когда-то, поглотит наш мир и произведет тем самым самую настоящую технологическую революцию во всех отраслях нашей жизнедеятельности. Но на все это нужно время. Время, чтобы все новые возникающие проекты могли качественным образом решать многие существующие проблемы, которые в первую очередь связаны с ограничениями масштабирования сети. Ярким примером является сеть Ethereum, у которой с каждым разом стоимость за газ становится все выше и выше, что, как вы понимаете, является настоящим препятствием для развития многих проектов, использующих данную сеть. Однако проблема с масштабируемостью не является единственным препятствием для развития блокчейна. Сюда также легко можно отнести и непригодность многих блокчейн-проектов к использованию в широких слоях аудитории из-за их сложных барьеров адаптации и так далее. Одним словом, это, наверное, одни из самых главных причин, по которым команда основателей CryptoKitties, кошелек Dapper и NBA Top Shop решила создать новый блокчейн первого уровня, который в свою очередь за последние 2 года был заново спроектирован с нуля, чтобы по итогу стать максимально удобным как для разработчиков, так и для его пользователей. И как вы уже догадались, у них это неплохо получилось. Именно поэтому, дамы и господа, рада вам представить блокчейн для открытых миров под названием Flow. Если честно, то главная цель Flow строится на быстрой, безопасной и удобной архитектуре сети, которая была создана специально как для поддержания игр, приложений, так и других цифровых активов следующего поколения. А все потому, что Flow имеет все необходимые компоненты среди других потенциальных кандидатов, предлагающих масштабные решения блокчейна первого уровня. А именно, богатый опыт работы с потребительскими приложениями и прочные партнерства с ведущими мировыми брендами. Например, с такими как NBA, UFC и многими другими. Что в свою очередь позволяет NFT и DeFi стать новым ключом к открытию следующей волны массового внедрения богатой экосистемы, которую легко можно будет назвать метавселенной, которая в свою очередь переплетает настоящую цифровую экономику и развлечения как никогда раньше. А все потому, что многоузловая архитектура Flow позволяет системе достичь высокой производительности и низкой стоимости без ущерба для децентрализации или разрушения сети за счет сегментирования. Именно поэтому сбалансированный дизайн собственных токенов и новая механика распределения токенов позволяет всем участникам не только принимать с помощью него активное участие на платформе, но и получать другие вознаграждения. Таким образом, спрос на токен Flow напрямую увеличивается за счет активности на платформе и еще со спросом на вторичные токены, отчеканенные сверху, например, стейблкоины или другие токены управления. Еще одним приятным преимуществом Flow является его встроенная база пользователей и их беспроблемная адаптация, которая только самым положительным образом влияет на разработчиков, которые хотят по максимуму сосредоточиться на своем опыте, что, согласитесь, очень здорово. Также не могу не обратить ваше внимание на то, что в качестве вдохновения для дизайна новой архитектуры Flow послужила конвейерная обработка в современных процессорах, что, как по мне, весьма необычно. Однако такой тип архитектуры позволяет работать 4 типам узла Flow параллельно, плюс хорошо масштабироваться без сегментирования и децентрализации. При этом, как я уже не раз говорила, сохранять удобную среду для разработчиков. Если же в 2 словах затронуть сам токен Flow, то он служит нативной валютой для всех тех приложений, игр и смарт-контрактов, созданных по итогу на базе блокчейн Flow. То есть, проще говоря, это валюта, которая будет одновременно доступна как для разработчиков, так и для пользователей, осуществляющих всевозможные операции в рамках одной большой сети. Более того, разработчики смогут легко внедрять токен Flow прямо в свои приложения, что в свою очередь позволит им осуществлять одноранговые платежи и взимать плату за услуги, а потребители смогут получать вознаграждение за созданную ими ценность, что, согласитесь, прикольно. Но и это еще далеко не все, так как держатели Flow смогут получать и еще дополнительные вознаграждения, размещая свои токены в качестве гарантийного депозита и обеспечивая безопасность сети посредством запуска нод-валидаторов или при передаче своей доли профессиональным операторам, которые будут запускать ноды-валидаторы от их имени. На самом деле, использовать токены Flow вы сможете и для многих других операций, ознакомиться более подробно с которыми вы сможете уже самостоятельно. На этом же мой небольшой видеообзор подошел к концу. Надеюсь, для вас он оказался полезным.
Если это так, то напишите свои мнения на этот счет в комментариях. А пока принимайте активное участие в развитии Flow и всех его токенов. А также не забывайте присоединяться к их Дискорду, где вы также сможете получить много интересной информации, как о самой сети Flow, так и о ее токене. Все ссылки я, как всегда, оставлю в описании. А пока благодарю вас за просмотр и говорю вам до новых встреч!